Стая гиен окружила одинокого слоненка, предвкушая легкую добычу. Но вы только посмотрите, кто пришел ему на помощь. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! Жаркое индийское солнце безжалостно палило сквозь кроны деревьев, разливаясь золотыми потоками света по густым джунглям. Влажный воздух дрожал, и казалось, что сама природа дышала, ощущая каждое движение своих обитателей. В этих джунглях, где жизнь бурлит и наполняет каждое мгновение, между лианами мерцали миражи, и идущие среди деревьев силуэты слонов казались призрачными. Среди стада под защитой могучих сородичей шагал маленький слоненок по имени Арджун. Арджун только недавно научился уверенно держаться на ногах и теперь с любопытством исследовал окружающий мир, полный красок и звуков. Слоны неспешно двигались по знакомому маршруту, от одного водоема к другому пробираясь сквозь заросли бамбука и высокую траву. Они были осторожны, прислушивались к каждому звуку, улавливали малейшие колебания земли, показывая, что в джунглях не все так безопасно, как может показаться на первый взгляд. Вела стадо старая матриарх Савитри, опытная слониха с огромными потрепанными временем бивнями. Она шла с чувством глубокой ответственности за каждого члена своей семьи, поддерживая гармонию и безопасность в стаде. Рядом с Арджуном двигалась его мать, Амара. Эта молодая, но уже опытная самка то и дело ласково касалась сына хоботом, словно напоминая: «Я рядом, ты не один». Амара была нежной, но в то же время у нее был мощный характер. Она знала все опасности, таящиеся в джунглях. Тем не менее, любопытство малыша было сильнее всего. Пока взрослые сосредоточились на выкапывании сочных корней тикового дерева, Арджун заметил яркую бабочку, порхающую в солнечном луче. Она манила его, и он не удержался, побежал за ней. Сначала он лишь немного отошел в сторону, затем продолжал следовать за бабочкой все дальше от стада. Ему не было страшно. Все вокруг казалось невероятно интересным. Щебетание птиц, крики макак, стрекот цикад и вспархивающие павлины захватывали его внимание и словно закружили в атмосферу веселья. Арджун играл, крутил хоботом траву, срывал листья и разбрасывал их, хлопал ушами, пугая кузнечиков, которые с такой легкостью рассыпались при его движениях. Он веселился, как может веселиться только дитя, не зная, что рядом таится опасность. Тем временем в стаде начало нарастать беспокойство. Амара подняла голову, огляделась и трубно позвала сына. Ответа не последовало. Она позвала снова, громче и настойчивее. Другие взрослые насторожились, и Савитри подошла ближе, прижала уши и вытянула хобот, улавливая запахи. В воздухе повисла тревога, как тяжелая туча перед бурей. Арджун же оказался в незнакомой части джунглей. Трава становилась выше, тени редели, звуки вокруг стихли, даже насекомые умолкли, будто почуяв опасность. Слоненок остановился, настороженно поднял голову. Его слабые, но настоящие инстинкты подсказывали: нужно быть осторожным. И тут он заметил движение. Из-за зарослей, как тени, начали появляться хищники. Это были гиены, редкие, но опасные обитатели этих мест. Их оказалось целых 8 взрослых особей, и каждый из них выглядел очень голодным. Они двигались рывками, сбиваясь в хаотичный круг, то приближаясь, то отскакивая. Их глаза сияли желтым огнем, а пасти оскалились в зловещем смехе, угрожая слоненку со всех сторон и предвкушая легкую добычу. Арджун замер. Страх пробрался в его сердце, но не парализовал его. В памяти всплыли сцены, когда взрослые слоны принимали боевую стойку и громогласно трубили, защищая друг друга от угроз. Он попытался сделать то же самое. Поднял голову, расправил уши и начал громко хлопать ими, издавая тревожный, хриплый звук,
который был настолько сильным и выразительным, насколько позволяли его не сформировавшиеся легкие. Его маленький хобот дрожал, но он поднял его вверх и размахивал из стороны в сторону. Первая гиена приблизилась, пригибаясь к земле, словно оценивая ситуацию. Она резво метнулась вперед, но в этот момент Арджун резко топнул ногой, подняв облако пыли, и громко затрубил. Гиена остановилась. Обычно детеныши не оказывали сопротивления, но этот малыш вел себя иначе. Он не собирался легко сдаваться. Тем временем Амара мчалась сквозь джунгли, слыша зов сына. Она звала, и ее трубный крик перекрывал все другие звуки вокруг. Каждый ее шаг звучал, как удар барабана полной решимости. Земля дрожала под ее могущественными ногами, когда она мчалась на помощь своему сыночку. За ней, настороженно и молчаливо, двигалось все стадо. Они чувствовали неладное, тревога нарастала, и один за другим взрослые слоны поднимали головы, улавливая напряжение в воздухе. Гиены начали наступать плотнее. Одна из них бросилась вперед и когтями отцарапала бок Арджуна. Слоненок взвизгнул пронзительно, отчаянно. Он отступил на шаг, но тут же выпрямился и попытался ударить хоботом, что вызвало у хищницы замешательство. Этот крик услышала Амара. Она узнала его. Зов своего детеныша невозможно было спутать. Ее ответный крик был мощным, пронзительным, сотрясающим воздух с такой силой, что даже свежий ветер вокруг замер. Она неслась, будто сама земля отодвигалась перед ней, демонстрируя всю свою мощь. И вдруг, через мгновение, Амара ворвалась в круг гиен. С ревом, не сбавляя скорости, она бросилась на врагов. Те отскочили, испугавшись ярости матери, но не ушли. Они собирались в круг, кружили вокруг, выискивая слабости и делая ложные выпады, хохоча своим нервным смехом, который был полон уверенности, но все же отступал перед мощью слонихи. Арджун прижался к ее ноге, дрожа, но не сдаваясь. Он уже знал, что значит бороться, и сегодня ему нужно было быть смелым, ведь его жизнь зависела от этого. Он понимал, мама здесь, но и он тоже не мог подвести. И тут появился новый гул. Земля затряслась сильнее, и в воздухе поселилась новая уверенность. Из-за холма одно за другим показались массивные силуэты. Это шло все стадо слонов. Старые самцы, подростки, самки с детенышами. Их глаза горели решимостью и единством, и они выстраивались полукругом, создавая живой барьер между гиенами и малышом. Некоторые слоны топали ногами, поднимая пыль, как можно заметить на исторической битве за выживание. Савитри вышла вперед. Ее взгляд был суров, а движение медленно и угрожающе, демонстрируя, что это защитная позиция. Гиены колебались, видя единство стада, но голод гнал их вперед. Они сделали несколько ложных атак, но уже не с прежней уверенностью, понимая, что здесь они не одни. В этот момент послышался новый звук — гул моторов, отдаленный, но уверенный. Из-за деревьев выехали джипы рейнджеров национального парка. Люди в выцветшей форме осторожно остановили машины. Они знали, что среди слонов нельзя делать резких движений, иначе это вызовет эскалацию конфликта. Моторы были заглушены. Один из рейнджеров, опытный ветеринар доктор Раджив, взял рацию и коротко связался с базой, а затем медленно вышел из джипа. Его лицо было спокойным. Он не раз сталкивался с подобным. Слоны узнали запах людей. Это был знакомый, невраждебный запах. И Савитри не стала препятствовать, когда Раджив подошел к Арджуну. Малыш дрожал, но не сопротивлялся, зная, что слоны и люди способны к сотрудничеству, если их объединяют общие цели. Ветеринар быстро обработал рану на боку Арджуна, наложил повязку и ввел антибиотик, чтобы помочь слоненку справиться с дальнейшими последствиями нападения.
Когда джипы наконец уехали, стадо еще долго оставалось на месте, сохраняя защитную позицию вокруг Арджуна, как будто демонстрируя единство и силу, которые исходили от каждого члена группы. Только когда солнце стало клониться к горизонту и небо окрасилось в багровый цвет, Савитри повела семью дальше. Арджун, прихрамывая, но с гордо поднятой головой, шагал рядом с матерью, понимая, что жизнь его любима и ценится. В тот день индийская природа показала, что даже самый маленький представитель великого рода способен проявить невероятную стойкость, когда все объединяются, чтобы защитить друг друга. Этот день стал важной вехой не только для Арджуна, но и для всей стаи, которая вновь осознала силу своих связей. Слоны, пережившие вместе столько событий, поняли, что именно в единстве заключается их сила. Арджун, имея мужество в сердце и стойкость, отставал от защиты своих старших, но не терял надежды. Каждая травма, каждое испытание на пути служили для него уроками. То, что произошло, только укрепило его дух, и он знал, что вместе с матерью и стаей они сильнее, чем кто-либо другой в этих джунглях. В дни, последовавшие за столкновением с гиенами, Арджун продолжал расти и развиваться, осваивая азы жизни в джунглях. Он наблюдал за поведением взрослых и учился у них. Каждый день обучался тому, как добывать еду, как находить сокровища в природе и, что самое главное, как жить в мире с окружающим миром. Арджун также заметил, как его мать и Савитри помогают другим молодым слоненкам, учив их выживать в условиях дикого мира, полных опасностей и испытаний. Каждый слон в стаде был важен. Командный дух, который они развили, пригласил каждого слона, включая Арджуну, стать частью чего-то большего. Это стало основой их долгой жизни. Каждый был готов защитить друг друга. Этот урок стал основополагающим для Арджуна, и каждый раз, когда он чувствовал себя испуганным или неуверенным, он вспоминал его. Гуляя по джунглям, он сталкивался с различными вызовами. Он понимал, что не всегда могут оказаться рядом те, кто поддержит, но в такие моменты он знал, как действовать. Инстинкты начали проявляться, он слышал зов дикой природы, понимал, когда надо быть осторожным, а когда можно расслабиться. Однажды, заблудившись в зарослях, он осознал, что в одиночку не справится. Страх охватил его. Казалось, что он больше не найдет путь к стаду. Тогда на помощь пришла его мать. Она учила его, как не терять голову, как не впадать в панику и как следовать своим инстинктам. Она была его опорой, она была его надеждой. На протяжении недель между Арджуном и другими слоненками завязывалась дружба. Именно в игре и взаимодействии они находили поддержку друг в друге. Вместе они осваивали все уголки джунглей, строили крепкие связи и в конечном итоге становились как единственный организм. Каждый малыш знал, если кто-то попадает в беду, стадо всегда поможет. Попадая в необычные ситуации, Арджун проявлял смелость, нестандартное мышление и находчивость. Это не раз выручало его и его друзей из сложных положений. Один раз, оказавшись в окружении, где с одной стороны были высокие камни, а с другой – стая антилоп, малыш-слоненок следил за движениями своих сородичей. Он знал, как выбраться из ситуации, ведь в таких моментах нужно было действовать быстро, и это стало его преимуществом. Однажды в джунглях разразилась сильная буря. Все стали спешить к безопасному месту, но Арджун, заметив хрупкого детеныша антилопы, не смог оставить его. Он, не раздумывая, двинулся на помощь и, соблюдая осторожность, смог вывести малыша под защиту близлежащих деревьев. Это вызвало одобрение у своих сородичей, и теперь уже старшие слоны обращали на него внимание, понимая, что он становится не только частью стада, но и ценным его членом. Несмотря на все испорченные дни,
Когда приходилось держаться на грани страха и смятения, Арджун находил утешение, когда был со своей семьей. Каждый вечер, когда солнце заходило за горизонт, они собирались и учили друг друга. Это был момент идиллии, и каждое слово было постулатом единства, которое они развивали. Жизнь Арджуна была полна открытий, и он продолжал понимать, как важна каждая минута, проведенная с родными. Эти уроки, эти дружеские связи делали его уверенным, использовали не только физическую силу, но и внутреннюю, психологическую, что очень важно в их мире. С каждым днем он становился смелее, настолько, что его мать и матриарх могли положиться на его мудрость. Через некоторое время стадо снова столкнулось с угрозой. На этот раз лес был в опасности от людей, которые пришли с машиной и начали вырубать деревья. Эрик, старший слон стада, задумался о том, как справиться с этой угрозой. Он знал, что небольшие действия могут многое изменить, и призвал всех поразмыслить о том, что они могут сделать. Они собрались вместе и решили действовать сообща. Слоны установили патрули, которые бы следили за деятельностью людей в джунглях. Арджун всегда проявлял инициативу и занимал активную позицию в этой борьбе за свою землю. Его доселе невиданные качества стали на самом деле отвечать на богатое наследие, которое оставили его предки. Он понимал, что, борясь с людьми, они также должны внушить уважение к себе и своим местам обитания. Когда время пришло и люди снова появлялись в этих местах, стадо слонов обосновало стратегию. Сколько бы людей не было, в одиночку они не пройдут. Каждый слон занял свою позицию, готовясь к соблюдению предостережений. Несмотря на всю мощь, стадо знало, что единство делает их сильнее. Когда люди начали двигаться в землю, Арджун и стадо выстроились, готовые противостоять. Они заполнили пространство, создавая не только защитную линию, но и напоминание о том, что мир был создан для всех существ. Арджун, ставший на шаг впереди, закричал, как звал своего друга, и все вместе они показали, что они не просто стадо, но сообщество, защищающее свои земли. В ответ на эти действия люди, видя силу и единство стада, наполовину остановились. Они не ожидали такого отпора, которое могла дать эта группа. Вероятно, они, сами того не осознавая, были готовы пойти на компромисс, и это было неплохим началом. В конце концов, немного разговора могло очертить не только границы, но и пути, по которым может двигаться природа. Слоны не просто сохранили свои земли, но и получили возможность завязать диалог. Эта ситуация открыла возможность создать пространство для взаимоотношений между людьми и дикой природой, что никогда не было достижимо до этого. Успех Арджуна и их единство обрадовал всех в стаде. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. С каждым новым днем они становились все ближе друг к другу, и каждый знал, что такая поддержка и связь могут нести только тепло и понимание. Это вдохновляло их не только преодолевать препятствия, но и продолжать двигаться вперед, защищая свои земли и своих сородичей, создавая ненавязчивую гармонию между природой и людьми. Эта сложная связь будет только крепнуть, и, возможно, однажды они откроют что-то большее, чем природа. Они откроют взаимопонимание.